Привет, друзья! Всем привет! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Напомню, что... Что случилось? Нет. Хорошо. Пойдем. Погромче сделать звук. Мы, видимо, мешаем. Кстати, это аудио этого видео вы сможете найти также в нашем подкасте. Да, у меня есть еще подкаст, ссылка, вы сейчас ее видите вот здесь, и ссылка есть внизу в описании этого видео. Так что будет и видеоверсия, и аудиоверсия. Можете послушать. Юля, привет! Привет, Макс. У нас с Юлей, если вы не знаете, есть ребенок. Да. И каждые полгода мы записываем подкаст, но в этот раз и видео, и подкаст о нашем родительском опыте, да, Юля? Да. О том, с чем мы сталкиваемся, с какими сложностями, с какими радостями, какие проблемы возникают. Да, Юля? Да, мы говорили об этом, когда Сабрина только родилась. Да. И вот сейчас ей уже 2 года. То есть был первый подкаст, потом подкаст в полгода, Подкаст в год. в полтора года. И вот 2 года. И сейчас подкаст, который мы записываем, когда Сабрине 2 года. 2 года, Юля. Ты можешь себе представить, что нашему ребенку 2 года? Кошмар, время летит. Время летит, правда. Смотри, уже есть традиция. Я каждый раз задаю тебе один вопрос, и мне интересно, как меняется или не меняется твой ответ. Вопрос такой. Сабрине сейчас 2 года. И стало ли тяжелее или стало легче по сравнению с 1,5 годами? Мне кажется, что стало легче. Опа! Да, во всех предыдущих выпусках наших подкастов про Сабрину я отвечала, что стало тяжелее. Да. Но мне кажется, что сейчас стало легче. Угу. То есть в 2 года, когда ребенку 2 года, с ним легче, чем когда ребенку 1,5 года, правильно? Ну, в моем понимании, да. Действительно, вот у меня здесь все записано. Я вижу, что ты все предыдущие разы отвечала, что становилось тяжелее. Почему сейчас в 2 года стало вдруг легче? Ну, во-первых, с человеком, с Сабриной можно уже как-то договариваться о чем-то. Ага. То есть она уже очень много всего понимает, и с ней можно пытаться договориться. Угу. Да, ты можешь не договориться, но, по крайней мере, ты точно знаешь, чего она хочет. Угу. И это прикольно. И еще, мне кажется, прикольно то, что ребенок в этом возрасте становится гораздо более сознательным, чем он был до этого, и это просто интереснее. То есть какие-то моменты стали сложнее. Понятно, что до года ты мог ее взять и, не знаю, 6 часов уйти бродить по улицам, потому что ей в целом было все равно. Сейчас у нее есть свое понимание, куда она хочет идти гулять. Свое мнение, да? Свое мнение, да, куда она не хочет идти гулять, и вам нужно договариваться. Но это, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем когда у тебя просто младенчик маленький. Угу. А как тебе кажется? Безусловно, я с тобой абсолютно согласен. Мне кажется, что к 2 годам действительно становится проще. Хотя мы знаем, что есть вот этот кризис 3 лет, который начинается... В 1,5. Ну, он по-разному. Он может начаться в 1,5, может? Реально? Да, реально может. То есть кризис у ребенка, который начинается в 1,5 или в 2 года и идет примерно до 3 лет. Да, примерно до 3. Угу. Мне кажется, что у нее есть этот кризис. Он уже наступил. Да, потому что это как раз момент, когда ребенок начинает понимать, что он самостоятельная единица, что он не часть мамы и папы, у него появляется я хочу, я это сделаю,
И как раз в чем кризис? Ребенок начинает понимать, что у него очень много желаний, а они вступают в конфликт, с тем, что происходит в реальности. С реальностью, да? Да, то есть это может быть как вот это классическое: ребенок хочет нажать кнопку лифта, и если ты ему не дашь это сделать, он будет орать. Еще есть там пример, что ребенок хочет только вот из этой чашки пить воду, ни из какой другой. Очень много мелочей, потому что дети начинают осознавать, что вокруг огромный мир, и этот мир не всегда работает так, как они хотят. И в этом кризис. Это очень важный этап для ребенка. Конечно, это сложно для родителей. Можешь сказать, а что важно родителям делать и не делать во время этого этапа? Мне кажется, самое главное, родителям нужно понимать, что это просто естественный этап развития ребенка. То есть в целом, мне кажется, что информация, вообще понимание того, как устроены дети, существенно упрощает взаимодействие с ними. Ты понимаешь, что ребенок кричит не потому, что он невоспитанный, делает тебе что-то назло, делает это специально. Нет, он просто так устроен, его психика сейчас так работает, и на самом деле ему в моменте какой-то истерики гораздо хуже, чем тебе. То есть в момент истерики ему как раз нужна твоя поддержка и помощь, а не критика или не... Абсолютно. Мне вообще кажется странным идея критиковать детей в истерике, но на самом деле это все зависит от родительского состояния. Если родитель, скажем, в ресурсе, то есть у него есть силы, энергия, понимание, почему ребенок так себя ведет, эти состояния проходить проще. Но, естественно, если родитель устал, если сил нет, то даже понимание не особо тебя спасет. Это понятно, почему. Тяжело с этим взаимодействовать. Но мне кажется, что главное, на самом деле, реально понимать, почему ребенок так себя ведет, и пытаться как-то поддерживать силы в себе, потому что от этого все зависит. Чтобы иметь силы, иметь энергию, чтобы не действовать реактивно, да, чтобы не реагировать, как будто это взрослый человек вдруг начал кричать и орать. Да, чтобы не срываться на ребенка, не пытаться решить проблему криком, потому что в этом состоянии с ребенком надо говорить, надо проговаривать его эмоции, надо просто подождать, пока оно пройдет. То есть, все дети по-разному работают. И, естественно, если ты устал, торопишься, ты сам в не очень хорошем состоянии, это будет крайне сложно делать. Естественно, мы не живем в идеальном мире, где ты можешь постоянно поддерживать в себе одинаково ровное состояние, одинаковый уровень энергии. Безусловно, безусловно. Ладно, вопрос такой. В чем главная сложность для тебя вот этого периода 2 лет Сабрины? Как вот Сабрине 2 года, в чем для тебя главная сложность этого периода, этого возраста? Наверное, сложность именно вот в том, о чем мы сейчас поговорили про кризис, да, то, что часто ребенок чего-то хочет, а ты не можешь ему этого дать просто потому, что это опасно, например, да? Например, ребенок хочет, не знаю, вставить пальцы в розетку, да? Да, или залезть куда-то, куда объективно опасно залезать. Это сложно. И мне кажется, сейчас достаточно сложнее стало с Сабриной перемещаться куда-то по городу, потому что она, естественно, хочет ходить, и это очень круто, но она может очень много ходить, но она хочет идти туда, куда хочет она. Это не всегда соответствует тому, куда тебе нужно попасть. И плюс, естественно, когда она идет, она хочет забираться везде, прыгать со ступенек, еще что-то. И это сложно, потому что в коляске она сидеть не хочет, пешком она идти, не может туда, куда нужно тебе попасть. То есть проблемы с транспортированием. Да, проблемы с транспортировкой. С транспортировкой, да. Да, сложно перемещаться с ребенком по городу. В транспорте ей нравится ездить, но пешком, мне кажется, стало гораздо сложнее. Да, причем здесь есть 2 стороны медали. С одной стороны,
она сейчас сама ходит, и с ней можно пойти просто гулять без коляски, но куда-то недалеко. Да. А если ты хочешь пойти куда-то далеко, то здесь как раз мы сталкиваемся с трудностью. Конфликтом интересов. С конфликтом интересов, потому что она не может идти туда, но она не хочет сидеть в коляске, и тебе нужно что-то придумывать. Да. Хорошо. Скажи, какие тогда позитивные, не знаю, не позитивные, так сложно сказать, сложно ребенка делить на что-то позитивное и негативное, но давай так, что тебе стало интереснее, в чем тебе стало прикольнее? Да во всем. Просто появилось большое количество активностей, которые ты можешь делать с ребенком, и смотреть, какая у него на это реакция. Да, то есть там читать книжки вместе, не знаю, играть в мяч где-то в парке, но, например, мы ходили с ней в музей, когда она была совсем маленькой, ей было все равно, где находиться, а сейчас ей интересно что-то рассматривать, разглядывать, как-то взаимодействовать, и ее все очень сильно удивляет, и это очень классно, потому что, ты можешь просто открывать ребенку мир, скажем так. И открывать этот мир для себя тоже заново. Да, потому что ты начинаешь обращать внимание на какие-то штуки, на которые ты, может быть, не обращал внимания. Можешь привести пример, чтобы было понятней? Например, попугаи в парках. То есть я на них тоже, конечно, обращаю внимание, несмотря на то, что мы живем здесь уже больше 2 лет. Попугаи в парках — это то, что просто вызывает у меня умиление до сих пор, потому что это очень необычно. Но Сабрина очень реагирует на каких-то животных в парках, там попугая у нее вызывают радость, не знаю, гуси у нее вызывают радость, и ты как-то заражаешься этой радостью от нее. Хорошо ты сказала, ты заражаешься радостью, или ты заражаешься эмоциями от ребенка, да? Ты заражаешься эмоциями. Негативными тоже, Негативными тоже, конечно. Окей. В общем, на мой взгляд, много совместных штук, и ребенок может действительно с тобой стать таким компаньоном. А тебе как кажется? Я абсолютно согласен с тем, что ты говоришь, что ты заново открываешь мир вместе с ребенком. Мне нравится, что она стала более самостоятельной, что ребенок в 2 года уже... Хотя звучит странно, но он уже... Кашу может сварить. Да, мы с ней утром варим кашу. Она мне помогает иногда, когда я забываю взять полотенце и иду в душ. Я кричу: «Сабрина, принеси полотенце!» И Сабрина берет полотенце и бежит, несет мне полотенце. Это очень мило. Да, она может пыль вытирать еще. С ней можно поговорить. Да, с ней можно разговаривать. Уже как-то сложно, да, но все равно уже есть какой-то такой элементарный диалог. Да, она может рассказывать, что она делала в течение дня, например. Да, не всегда понятно, не всегда как-то, может быть, она еще, естественно, не умеет выстраивать какую-то логическую цепочку, но все равно она говорит о том, что было, о том, что есть, и это классно, и она понимает, да? Да, она очень много всего понимает. Да. Она много понимает, и поэтому ты можешь, не знаю, сказать ей: Сабрина, Сабрина съела банан, и кожуру от банана можно попросить эту кожуру, чтобы Сабрина выбросила, и она возьмет кожуру и выбросит в мусорное ведро, да? То есть такие всякие вещи. Или: Сабрина, садись, Сабрина, не знаю, иди к маме. Принеси что-то, да. Окей, давай тогда еще под конец хочу спросить тебя вот о чем. На каких языках говорит Сабрина? Сабрина говорит на русском, потому что это наш основной язык дома, и она, в общем-то, слышит русский 95% времени, а у нее есть какие-то испанские слова, ауа, например, да, она говорит вода, там, не знаю, чао, какие-то очень элементарные, потому что их она слышит на улице с ней там часто разговаривают на испанском, поэтому, возможно, она даже что-то понимает из испанского. И сейчас она скоро пойдет в садик,
и, естественно, там ее испанский словарный запас будет увеличиваться. Угу. Расскажи, кстати, про садик. Сабрина идет скоро в садик, да? Сабрина идет в садик скоро, да, в группу для 2-летних детей. И как ты думаешь, это поможет нам с тобой получить чуть больше свободного времени? Возможно. Ну, там в садике смена, не знаю, как смена, мы не называем это в русском. Так, потому что у нас, наверное, нет такого. У нас есть садик сразу на полный день, нет? Садик на неполный день, вот так, наверное, можно сказать. Ну, в общем, Сабрина идет в садик всего на 3 часа в день. И, конечно, это очень мало времени, но, тем не менее, 3 часа — это тоже что-то, что можно использовать для работы. Но с садиком мы понимаем, что всегда есть риск болезней, потому что когда дети идут в садик, они много взаимодействуют в замкнутом пространстве, и, естественно, их иммунитет начинает тренироваться. Это правда. У нас уже был такой опыт. Мы жили в городе Неукен. Сабрина 2 месяца ходила в садик, и было достаточно много болезней. Всякие вирусы, сопли, да. Да, и было тяжелее, чем без садика. Мы думали, с садиком будет нам легче, но нам по факту было тяжелее. Потому что мы тоже от нее заражались. Да, и болели все. Юля, последний вопрос. Почему мы не учим Сабрину испанскому или английскому? Испанский она освоит, когда она будет больше времени проводить в среде испаноязычной. Сейчас это... В садике. В садике, да. То есть сейчас это просто какие-то прогулки с нами, но в садике это будет погружение в среду. Английский, я не вижу смысла учить 2-летнего ребенка английскому, который она, не сможет нигде практиковать. То есть мы живем в испаноязычной стране, и испанский очень логичен, потому что когда она идет гулять на площадке, когда она взаимодействует с детьми, естественно, она слышит испанский. Английский ей пока некуда будет применить совершенно, и ребенок в этом возрасте, он учится в среде, поэтому часто бывает такое, что когда родители хотят, чтобы у ребенка был еще английский, там один родитель разговаривает только на английском с ребенком, я слышала, да, таких детей, я видела, что там папа говорит на русском, мама говорит на английском, а в садике ребенок еще учит испанский, и у него логичным образом создается среда. Но мы, в общем-то, не готовы на такое. И я думаю, что английский она выучит чуть позже, но мы все его учили. И мне кажется, что, я не вижу смысла так заморачиваться сейчас, если честно. Да, если честно, у меня такое же мнение, что начинать ребенку в 2 года преподавать иностранный язык, то есть если у тебя абсолютно свободный английский, какого у нас с Юлей нет, да, то есть такой близкий к носителю языка, когда ты абсолютно свободно выражаешь свои мысли, когда для тебя язык очень естественен, тогда, да, наверное, можно так было бы сделать, да. Но так как для нас английский язык не родной, и мы его не знаем на таком уровне, чтобы он был как русский, да. То я не вижу в этом смысла. Мне кажется, английский можно выучить спокойно в более старшем возрасте. У нас есть куча пример людей, одна, например, твоя подруга хорошая, которая всю жизнь учила немецкий, и буквально за пару лет, наверное, да? Там даже быстрее. За год, за 1,5 она освоила английский, и сейчас у нее превосходный английский. Да. То есть 2 года, если у тебя есть мотивация, если у тебя есть цель, ты можешь это сделать очень быстро. А знаешь, я учил вообще английский с садика. Ты, может быть, тоже, не знаю. Со школы. Но у меня в садике был английский. Я помню там monkey, elephant, что-то еще. Но, по-моему, это профанация какая-то. То есть ребенок слышит какие-то слова, да, 3, 5, 10 слов он запомнит, но... Камон, это не знаю. Я не знаю, насколько это помогает. Очевидно, что дети в младшем возрасте, да, они обладают, как сказать, большей нейропластичностью, способностью к тому, чтобы действительно учить там хоть 3 языка одновременно, но это все-таки должно быть в среде.
И ты не просто даешь ребенку уроки английского, ты создаешь какую-то среду, где он может ее использовать. Ну да. Но очевидно, что у нас сейчас такой возможности нет. Ну да. Ладно, я думаю, что на все вопросы, которые мне были записаны, ты ответила, мы обсудили. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы по поводу детей, ну, по крайней мере, от 0 до 2 лет, пишите в комментариях. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, может, вы в чем-то сомневаетесь, может быть, вам интересно наше мнение. Пишите в комментариях, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Может быть, в следующем видео, когда Сабрине будет, наверное, не 2,5, а 3 года, да, Юля? Посмотрим, вдруг человек в 2 и в 2,5 очень сильно различается, и мы запишем еще через полгодика. Да, но вообще у нас идея следующий выпуск, следующий подкаст, следующее видео записать в 3 года. Кажется, что период с 2 до 3 лет, он такой... Ну, посмотрим, окей, не будем загадывать, да? Что ж, друзья, если вы хотите получать транскрипции, дополнительные материалы для моих видео, для моих подкастов, то присоединяйтесь к мембершип-программе, ссылка внизу. До встречи в следующем выпуске и в следующем видео. Пока-пока. Чао.